Так, привет всем, ребят. Сегодня я хочу раскрыть тему Midjourney. Хочу более детально рассказать про промпты, как с ними работать и как упростить себе, скажем, процесс генерации идей. Вот, с помощью Midjourney, да, и генерации картинок и так дальше. То есть какие можно применить приемы, да, так скажем. И, в принципе, покажу как бы сценарий создания какого-либо там изображения, в принципе, Midjourney. Итак, начнем. Давайте сразу же без воды лишней. Итак, у нас, к примеру, зашел проект, задача сгенерить для него график. Примерно можно представить, что к нам пришел там, клиент, да, и они хотят сделать сайт для своего продукта, да, представим какая-то экшн-камера, которая не боится там ни воды, там, ни песка, ни камней, ни ударов и так дальше. Вот, и ей нужны, как бы, да, и клиентам нужны рендеры, да, и мы начинаем, как бы, да, генерить различные идеи в Midjourney, чтобы в дальнейшем, например, показать 3D-шнику композицию, чтобы он сделал один в один, например, да, ну и так дальше. Либо просто использовать заглушки, ну и тому подобное. Условно говоря, да, мы собрали рефы и начинаем с этим, в принципе, работать. Существует вот такой вот, в принципе, сценарий, да, то есть мы сначала прописываем стиль изображения, объект генерации, что и где делает объект, дальше тоже расскажу, и дополнительные фичи. Повторяюсь, да, вообще в целом, чем проще у вас будет промпт, тем лучше это будет для Midjourney. То есть Midjourney лучше не наворачивать, да, ему различные сложные такие вот промпты. Лучше всего рассказать ему простым языком, сказать, что нужно делать. И тогда он намного лучше поймет, как работать с графикой, да, что вам нужно и в каком, так скажем, стиле это подать. В общем, условно говоря, давайте вернемся к задаче. Вот у нас есть такие вот как бы идеи, да. Мы хотим сгенерировать какую-то экшн-камеру. Она там может быть на воде, например, да, как там может быть с камнями, ну и так дальше. И я начинаю просто логически это прописывать. 3D, черная матовая квадратная камера стоит в темной воде, создавая водные круги. Вокруг камеры стоят черные камни, вечер, туман на фоне, мало деталей. Итак, давайте разберем, в принципе, этот промпт по, скажем, этому сценарию. То есть, в первую очередь мы прописываем стиль изображения. Какой у нас стиль изображения, да, то есть это 3D. Очень важно приписывать сразу стиль, то есть это может быть все что угодно. Фотореализм, какая-то векторная, да, например, можно написать там векторная, линейная графика. Да. Ну и так дальше. То есть можно очень подобрать для себя любой, в принципе, стиль изображения, который вам нужно, и прописать его как бы здесь, да. Дальше, объект генерации. Объект генерации — это черная матовая квадратная камера. То есть сразу стоит прописывать, например, некоторые детали по материалам. То есть она может быть там глянцевая, да, например, может быть прозрачная, стеклянная, каменная, какая угодно. То есть это важно тоже учитывать. Мы сразу прописываем цвет, прописываем стиль, да, так скажем, материала. И, в принципе, форму тоже очень важно, да, и как бы сам уже объект. Дальше мы прописываем, что и где делает объект. Что он делает? Стоит. Дальше, где в темной воде, создавая водные круги. Но это уже, знаешь, дополнительная штука, что он типа делает. Окей. Дальше, дополнительные фичи. То есть, и после того, как мы описали объект, да, то, что он делает и где он делает, где он стоит, мы начинаем прописывать различные фичи, да, то есть дополнительные штуки. Это может быть, да, описание, что находится вокруг объекта. Вокруг камеры стоят черные камни. Дальше, это можно сюда еще дописать, это день или ночь, да? Погодные условия, там, туман на фоне. И очень важно, да, иногда прописывать, например, мало деталей. Когда мы, например, создаем
какой-то вот промпт мы прописываем, и получится так, что Midjourney создает очень много лишних деталей, немножко каких-то непонятных артефактов. В конце я дописываю обычно мало деталей. Вот, давайте сейчас мы переведем этот, в принципе, промпт и перейдем в Midjourney. Итак, я перешел в Midjourney, то есть использовал вот этот промпт, да, который у нас был, который я прописал, то есть, да, я его перевел, в принципе, не церемонясь, и получил с первого же раза вот такой вот результат. То есть здесь есть различные интересные результаты, да, есть камера в виде камня, да, ну, это такое уже чересчур, конечно. Тут Midjourney не особо понял, тут какой-то фонарик, тут может быть, да, какая-то экшн-камера на палке. Но самый клевый вариант — это первый. Дальше, то есть как это может, в принципе, вот, условно говоря, мне подходит, да, такой результат. Вот. И как его, в принципе, немного доработать, чтобы он подошел более для, скажем, для сайта, для проекта. То есть все довольно-таки просто, я его начинаю редактировать, да, то есть с помощью, тут вот есть у нас ползунки разные, табы, да, кнопки. Я нажимаю U1, U1 это вот первый вариант. Вот, и в целом здесь довольно-таки неплохо все сделано, интересно выглядит, понятно, что можно было бы еще посидеть, на самом деле, погенерить. Вот, но так как я не хочу очень сильно расставить этот видос, потому что хочу показать и другие промпты, которые я подготовил, да, показать, как можно работать с разными текстовыми стилями. Вот. Потому, в принципе, этот сойдет, он хорошо сделал, во-первых, воду очень реалистично, сделал хороший вот, блюр на фоне, туман классно сделал, камни очень реалистично. Вот. И несомненно, например, что я хотел бы увеличить, во-первых, ширину экрана. Все-таки просто здесь вот есть zoom out, есть 2x, есть 1.5. Обычно я использую 1.5, и он хорошо как бы расширяет изображение. И вот Midjourney сгенерил вот отдаление камеры, и в целом очень хороший результат, и с этим уже можно, в принципе, заканчивать, да, то есть, к примеру, нам подходит этот вариант, и даже ничего не нужно как бы подправлять, да, особо деталей как здесь таких серьезных нет. Вот, и еще как бы такой вот вариант, условно говоря, как это все заапскейлить, все просто, то есть мы нажимаем обратно, какой-то из вариантов нам подходит, то есть U1, 2, 3, 4 это вот вы выбираете этот вариант, и он рендерит хорошее качество. Если вам как бы эти варианты более-менее подходят, но недостаточно, то нажимаете на version, и он начинает как бы генерить еще дополнительные картинки по уже этим исходникам. Дальше, то есть у нас есть такое как бы изображение, мы можем его, в принципе, выгрузить, да, скачать и, в принципе, с этим работать дальше. Как еще можно немножко улучшить качество изображений, да, то есть, например, у нас есть какое-то изображение, мы можем это как бы запихнуть в Flippic Upscale, есть такая штука. Просто тоже, да, мы находим изображение, которое у нас есть, да, с Midjourney, копируем этот промпт, и он начинает как бы потихоньку это все апскейлить, добавлять какие-то, скажем, детали. Итак, что у нас получилось? Получился тоже довольно-таки интересный вариант. Flippic хорошо докрутил детали различные. То есть у нас был маленький объективчик, стал большой, более акцентный, более такой понятный, более схожий на реальную камеру. То есть как качество текстур подтянул хорошо, качество камней. То есть хорошо воду сделал, очень тоже клево все выглядит. И довольно-таки качественно, интересно, но вот сделал. Мне очень нравится, и, в принципе, я рекомендую, то есть, подобным способом генерить изображение. То есть вы, в первую очередь, сгенерили Midjourney, да, окей, если вам супер подходит этот вариант, то сможете ничего не делать, но если там не хватает каких-то деталей, то, в принципе, Flippic может вам помочь, да, апскейлить некоторые моменты, да. Вот. Мне, например, не нравилось, что очень объектив маленький, не особо реалистичный, мы прогнали через Flippic, вот, и все заиграло как бы совсем другими красками, и начало более выглядеть реалистично, и довольно-таки круто. Теперь поговорим про генерацию абстрактных элементов, да, абстрактных фигур и тому подобное, то есть как это генерить в Midjourney. На самом деле все намного проще, чем кажется, то есть
тот же самый подход, тот же самый сценарий, и ничего в этом сложного как бы нет. Да, хоть это не особо осознанный элемент, скажем, но в целом с помощью, да, промпта можно рассказать Midjourney, что нужно делать, и он, в принципе, это хорошо поймет и хорошо сделает. Итак, начинается. То есть у нас вот есть рефы, да, то есть там стеклянный какой-то объект, там металлический объект, блик есть и так дальше. И от этого я уже отталкивался и делал, получается, промпт. У нас идет такой сценарий, то же самое, да? Стиль изображения — это 3D, дальше объект генерации, зеленые стеклянные линии. Дальше, что они делают? Закручиваются в спираль от края до края экрана. Дополнительные фичи — это стекло дает блики, он темно-синий. Это так. С первой же попытки очень интересный результат, да, который обратно же можно там раскручивать, продолжать его генерить, но тем не менее простой промпт, да, сложная как бы форма, но Midjourney это понял. И это как бы очень интересная штука. И в целом, я тут даже думаю, что комментарии как бы излишние. И обратно же, что генерация каких-то абстрактных форм — это не страшно, это очень легко. Просто нужно понять, в принципе, алгоритм. Я советую использовать этот паттерн, да, скажем, генерации, и, в принципе, все будет окей. То есть можете взять этот пример, так скажем, промпта и в дальнейшем просто использовать в своих проектах, меняя там цвета, там, материалы и тому подобное. И напоследок я хочу поговорить про генерацию вот такого изометрического вида. И это такая вот, я думаю, популярная, в принципе, графика, я думаю, вы многие это видели. И сейчас покажу, как это можно, в принципе, тоже нагенерить, особо не запариваясь, просто буквально за пару слов можно сделать интересную, красивую графику. Итак, начнем. Обратно же, возвращаемся к нашему скрипту. Стиль изображения 3D, объект генерации. Я прописал так: изометрический белый склад. Потому что, условно говоря, да, к нам пришел клиент, вот у него какой-то там стартап, который помогает анализировать эффективность склада с помощью искусственного интеллекта. Вот. И мы хотим как бы это отобразить с помощью там графики и тому подобное. Дальше. То есть я пропускаю, скажем, действие объекта. Почему? Потому что, ну, по сути, он просто стоит, да, как бы эта форма, она огромная, такая, объект, как бы заводик, он стоит, особо у него как бы нет никаких действий, да. Думаю, я пропускаю этот шаг, сразу же пишу дополнительные фишки. То есть пишу: стенки склада прозрачные и имеют синее свечение. Рабочие и грузовые машины стоят вокруг склада. Итак, давайте перейдем в Midjourney. Обратно же. С первого раза очень хороший результат. И довольно-таки интересно, как бы, это все проработано. Вот. В целом, что я, в принципе, посоветую. То есть можно экспериментировать с промптами, меняя местами некоторые значения, и смотреть, как вообще влияет, как бы, промпт, да, на поведение Midjourney. Потому что иногда некоторые вещи он хорошо воспринимает, некоторые воспринимает он плохо. Вот. Но я нашел для себя такую золотую середину и использую, в принципе, эти промпты, ну, именно сценарий промпта, везде. И это довольно-таки универсальная штука, как вы видите. То есть он может нагенерить вообще разные элементы. Начиная от более реальных штук, да, каких-то абстрактных и более как бы изометрических. Это мне помогает в работе, и я уже очень много штук нагенерил и на шоты, вот, и в реальные проекты. И, в принципе, советую тоже использовать данный промпт, данный, так скажем, сценарий, и это ускорит вашу работу. В итоге, что мы имеем? Да, то есть генерация — это легко. Обратно же. Ничего нету в этом трудного, самое главное просто разобраться с промптами, тогда вам проще станет, в принципе, пользоваться и Midjourney, и генерация пойдет намного быстрее, и тогда у вас появятся различные идеи и их реализация, да, с помощью как раз таки Midjourney. Самое главное правило — это не усложнять. Вот это просто совет. Не усложнять, потому что вот даже на своем примере. Мне, например, сложно читать какой-то сложный текст, непонятно. Мне сложно пользоваться какими-то предметами, которые сложно сделаны, нелогично.
самый Midjourney, я думаю, ему тоже не совсем понятно, когда прописан сложный промпт. Если там легко и понятно написано, да, обычным, скажем, языком, да, все будет понятно и все будет легко генерироваться. В общем, спасибо за просмотр, всего хорошего и подписывайтесь на наш канал. Спасибо.